Вот початок кукурузы. У него есть внешние грубые лепестки, такие листья. Но мы их выбрасываем. А для плетения пригодны будут только вот такие более нежные, более тонкие и светлые листья. Хотя, по сути, это не листья, а шелуха, можно сказать. Еще называют рубашечные листья. А как материал для плетения его называют талаш. Вот такое идеальное сырье у нас в этом году. Потому что у нас очень сухо, жарко, нет никакой плесени, никакой грязи на этих листьях. Поэтому дополнительные просушки даже не потребуются. Мы просто соберем в белые мешки и будем хранить на чердаке. Первое время я просто оставлю мешок открытым, а вообще можно было бы и рассыпать их на чердаке и просушить. Но в данном случае нет необходимости в этом. Второй вариант — это шелуха от вот такого синего лука. В 1 литр лукового отвара я добавила 5 столовых ложек кофе. И сейчас помещаю туда лаваш. Поварим тоже минут 15. Уже в течение 10 минут кипения талаш приобрел очень насыщенный, красивый, натуральный фиолетово-коричневый цвет. Очень интересный оттенок. Вот такая кашица получилась. Добавим водички. Так, на глаз, просто чтобы туда можно было опустить талаш. В течение 5 минут явно наметился процесс окрашивания. Оно пока неравномерное. Одна сторона, например, листа здесь еще светлая, а вторая уже прям черная. Через 20 минут я решила пожадничать, и вот к этим уже практически черным листьям добавила еще партию, которую промазала уже небольшим объемом краски. Вот, фактически как на волосы, да, нанесла краску. И вот прекрасно здесь уже идет какой-то процесс. Неизвестно, он закончится полной чернотой или нет, но все равно интересно. А первый все ближе и ближе к радикально черному цвету. Я считаю, что эксперимент по окрашиванию бытовой краской для волос прошел успешно. Думаю, что если вы возьмете другую краску, какую-нибудь коричневую, каштановую, русую, то тогда можно рассчитывать, что результат будет также соответствовать рисунку на пачке краски. Если еще поэкспериментировать со временем удержания в краске, то можно добиться еще различных градиентов. Добавляем 200 мл кипятка. Закрепляем краску при помощи уксуса. Также по рецепту, указанному на пачке. Спустя примерно час я вот проверяю то, что у нас получилось. И думаю, что это уже финальный вариант окрашивания. Вот у нас зеленый цвет. Вот оранжевый. Я думаю, что вот такие яркие насыщенные цвета подойдут, скорее всего, для поделок с детьми, может быть, для изготовления каких-то куколок, цветов и так далее.
То же самое можно сказать о розовом цвете. Красивый насыщенный цвет, но в интерьерных вещах, скорее всего, будет слишком ярким. Вот насыщенный голубой цвет. Тоже достаточно красивый сам по себе. Но в плетении каких-то вещей, которые будут находиться в комнате, скорее всего, это будет слишком ярко и диковато. Я бы скорее использовала вот такие сложные смешанные оттенки. Так, это у нас красный и зеленый. Дал вот такой красивый кофейный цвет. Даже я бы сказала коричневый. Синий с оранжевым. Вот такой болотный оттенок получился. И синий с красным. Такой достаточно неяркий, достаточно интересный фиолетовый оттенок. Ну, можно экспериментировать, можно придумывать свои какие-то сочетания, но вот сам принцип окрашивания я вам показала. Теперь я буду эти листья выполаскивать и сушить.